Мы включены. Какой-то начинается. А вы эту юмористическую нарезку потом сможете как-то вообще вставить в интервью? Или? Конечно, постараемся. А надо отвечать на вопросы в интервью? Или мы просто поржем, и вот потом... Он упал. И суть в чем? Я в это время активно худел. Был 106 килограмм в худшей позиции. Ты уже примеряешь рот? По силе плотности звука вот так хорошо будет, или? Ладно, не дыши, не выдыхай. Ты нахрена так похудел? Мы тебя смонтировать не можем из выпуска в выпуск. У нас то ряха вот такая, то худая, то вот такая, то худая. То есть там... Поржем, попьем и нормально, и тебя отпустим. Всем привет, друзья! У нас на нашем шоу новый гость Дима Сахно. Человек-улыбка, человек-шутка. Ну а если серьезно, человек, который имеет огромнейший опыт ведения мероприятий различного формата, более 3500 проведенных мероприятий за спиной. Настоящий Ironman, человек, который переплыл Босфор, его просто выкинуло, как он сказал, из лодки, и он плыл в направлении. Чтобы в общем... выжить, хочешь жить, уметь. Дим, привет, рада тебя привет, видеть. Кристин. Спасибо огромное, что пригласила. Очень приятно было смотреть твой канал. Я узнал о многих людях в Майами живущих. Так. И подумал, где же я в этом списке? Ну, наконец-то очередь дошла и до меня. Слава богу, я тоже у тебя. Какой я у тебя по счету? Дим, снова юбилейный. Юбилейный? Снова 25-й. 25-й? Вот так. Не сходится в 24-м году 25-й. Если бы год был 25-й, ты оказался более везучим, чем год. Я не буду спрашивать, кто 24 был у тебя до меня. Не спрашивай. Я их всех знаю и видел у тебя на канале, так что ты не сможешь скрыть информацию, извини. Ну ничего, в принципе, достойные кандидаты. Я тоже так думаю. Ну и ты тоже 25-й. Ну, за исключением парочки, я не буду называть их имена. Самая любимая твоя фраза в жизни? Невозможное возможно. Не, есть хорошая фраза, ну, похожая, у швейцарской часовой мануфактуры Vacheron Константин. Есть фраза «всегда стремись сделать лучше, а это возможно сделать всегда». Вот такая, да. Что самое невозможное ты сделал в жизни своей? Сюда пришел, я уже нервничаю, что меня ждет. Это, на самом деле, первое такое интервью, которое я даю в жизни. Я всегда смотрел вот у Дудя, Гордеевой, Варламова, еще каких-то своих любимых ребят на Ютубе интервью. И такой думал, интересно, а когда я вообще буду здесь сидеть и отвечать на вопросы, я буду это делать честно, или врать. Как ты сегодня будешь это делать? Или делать? выдумывать, или шутить, или быть откровенным. Ну, то есть, типа, каким я буду. Я себе как-то это примерял, и вот так и не смог ответить на этот вопрос, поэтому мне очень интересно даже, как сегодня просто всё по пойдёт. наитию. Допустим. Невозможное. Подожди. Из невозможного. Дим, специально для тебя сегодня поставили. А у тебя нет. Это означает что? Это означает Сахно, да. Вот, пожалуйста. Но самофал это тоже означает. То, как мы тебя. Просто ты сегодня пьешь с моего стакана. Ага, допустим. Чувствуешь величие? Это еще $. То есть, возможно, ты мне... Это вайп успеха, значит. Ну, конечно. Ты же сегодня 25-й. То есть $, я пью. Везунчик. Получается. Везунчик. А смотрите, красная лампочка только на этой камере. Это нормально? Эти тоже пишут или нет? Будем надеяться. Все хорошо. Привет, меня видно? Дим, ну давай уже с серьезных моментов начнем. Чего уж мы? Ведущие. Я боялся, что надо будет серьезно отвечать. Ведущий. 3500 более мероприятий. Было дело. Как ты пришел к тому, что ты стал ведущим? Учился ты на это специально? Или просто проснулся и в один прекрасный момент вот оно, ведущий? Ну, мы же можем записать 6-часовое интервью примерно, мы никуда не торопимся. Давай, Дима, ложись в 6 минут. Тогда рассказываю. С самого детства я стал работать ведущим, просто еще этого не осознавал. Как было дело? У меня есть дома фотографии, где я уже маленький, ну типа 5-6 лет в садике, и я стою и что-то пою с микрофоном в руках на табуреточке. И вот такие фотографии у меня есть черно-белые из детства. В садике я что-то рассказываю и декламирую, какое-то у нас там представление, видимо, по итогам очередного года пройденного, как-то, может, выпускной или что-то. В школе то же самое. То есть с 1 класса я на каких-то фотографиях, где на всех мероприятиях я что-то делаю. То есть мне, видимо, сразу нравилось с детства
Вот сцена во всех ее проявлениях. И я точно помню, что потом в старших классах я уже делал и готовил все мероприятия, которые только можно было в классе. То есть у нас какие-то были школьные дискотеки, КВНы, выступления театра. Я пошел в театральную студию в детскую, благодаря там своим знакомым, которые меня позвали. И я где-то, по-моему, с 7 класса был вот в детском театре, занимался, пока не пошел в вуз. В вузе аналогично. Несмотря на то, что я пошел учиться на факультет высшей математики и кибернетики в своем Лобачевском университете Нижнего Новгорода. Несмотря на программирование и математику, которая мне очень нравилась, я как-то сразу, прям с первого же дня пошел искать, а что здесь еще есть из социальной жизни. То есть пошел в КВН сначала факультета, потом вуза, потом городская команда, потом областная сборная Нижегородской области. Театр то же самое, пошел, меня взяли в студенческий драматический театр. И все дни факультета, студенческие весны, осенние дебюты, вот если тебе это название о чем-то говорит, в твоей студенческой жизни это было, вот это все делал я вплоть до там еще лет 10 после того, как я закончил факультет ВМК, просто уже благодаря своему опыту готовил там 50-летие факультета ВМК. Вот я помню, это было такое знаковое событие, потому что, ну, крутой масштаб был действительно. Это был, не помню уже даже какой год. В 63-м или 61-м он основался, значит, ну вот, ты поняла. Такой творческий пионер. И рано или поздно, само собой так получилось, что я, ведя эти мероприятия, получил заказ уже за деньги. То есть вот эти там 3,5 тысячи, это я не считаю тех, которые я просто на сцене был. Может, и там еще 3,5 тысячи примерно. Соответственно, когда мне первый раз сказали: Дмитрий, здравствуйте, мы вас вот не знаем, но знаем, что вы мероприятие ведете, вот можете провести нашу свадьбу, вот у нас вам есть за это деньги. И я такой: класс, потому что до этого я как бы очень много чего вел, но это все было там за какие-то премии студенческие, вот это все штуки, да, какие-то что-то там поездки куда-то, правкомы, союзы студентов, вот это все. Это было очень круто и вообще фантастически. А потом такие мне сказали: так вот, мы можем вам еще и деньги заплатить. Я такой: ну давайте, круто. И как-то сразу так выстрелило, и людям нравится то, что я делаю, и я от этого кайфую, потому что я, ну, по факту, вот сейчас говорю, в своей жизни я вообще ни дня не работал на нелюбимой работе, я всю жизнь занимаюсь любимым делом. Мне это в кайф, мне это прет, это меня заряжает. То есть люди, для которых я веду, это мои батарейки, которые меня подзаряжают. И, соответственно, степ-бай-степ, вот я начал вести, и как-то так. Сначала это было все в Нижнем Новгороде, степ-бай-степ, потом переехал в Москву, потом вот на весь мир стал работать и подумал: а почему только в России-то веду, можно же летать еще вести. И вот индустрия очень сильно еще наша изменила за эти там 20 лет, что я в ней, и это тоже очень круто. И, соответственно, приехав сюда, тоже, а что я могу здесь делать в Майами? Ну, как бы, то, что умею, я, к сожалению, не могу начать вдруг заниматься там строительством домов. Конечно, хотелось бы, оно приносит побольше денег, чем моя работа. Но я не знаю тоже, и уверен, и там есть успешные, и не очень успешные. Но это сложно. Проще что делать? То, что ты умеешь и любишь. В общем, вот так, прям с самого детства. И просто хобби переросло в профессию. А профессия отошла на второй план, потому что сидеть за компьютером, и там... У меня есть очень успешные друзья-программисты, которые здесь сейчас живут, с которыми мы учились вместе, а они там условно живут в Сиэтле прекрасной жизнью программиста, настоящего программиста, который степ-бай-степ дошел до очень шикарной зарплаты, и прекрасной должности там в Мете, в Гугле. Вот все такие тоже друзья есть, и они по-своему счастливы, но я просто понял, что вот это вот вообще не мой путь, потому что сидеть программировать, ну, мне прям было скучно. То есть я все это делал в вузе, и я закончил его хорошо, с 2 красными дипломами. Отлично. На секундочку. Хотя почему на секундочку? На всю жизнь. На всю жизнь. На всю жизнь. Вот. То есть это не мешало мне и хорошо учиться в том числе. Но вот я понял, что мне вообще в кайф все, что связано со сценой, микрофоном, юмором, импровизацией, какими-то мероприятиями, и, соответственно, ушел вот в это. Как справляешься с волнением? Да никак, ну, оно есть и есть. Оно вообще всегда есть. Я ловлю себя на мысли, что перед какими-то важными мероприятиями я всегда волнуюсь. Мне кажется, что если ты вообще перестаешь волноваться, и вот вообще, ну, типа, у тебя нет этого чувства внутри перед началом мероприятия, когда вот тебе надо выйти либо к людям, либо там в эфир, либо еще что-то, если вот этого чувства вообще нет, мне кажется, надо уходить с профессии, ну, типа, тебе в ней не особо интересно уже. Ну, мне так кажется, это мое субъективное мнение.
То есть, поэтому я и сейчас волнуюсь, и я не собираюсь с ним бороться, с этим чувством, оно мне нравится. Потому что вот когда тебе надо сделать первый шаг, у тебя же все время какие-то вызовы. То есть сначала там это одно, какой-то уровень публики, например, не знаю, мероприятие, уровень мероприятия. Потом ты хоп и ведешь FIFA Fan Fest на 30 тысяч человек, и у тебя новый челлендж. Нервничал, когда выходил, вот первый шаг делал? Ты, конечно, нервничал, ну как не нервничать? А потом ты ведешь мероприятие, и у тебя 12 человек, камерная вообще маленькая свадьба, ну и волнуешься, да блин, конечно, волнуешься, потому что 30 тысяч человек — это одно, ты там что хочешь делай, и они все «Уэу!» там что-то кричат. А 12 — это, ну, это может возникнуть неловкая тишина и пауза, когда ты не очень удачно пошутил. А я всегда шучу удачно, поэтому у меня неловких пауз не возникало. Никогда. Никогда вообще. Признавайся Да я про шучу, факапы, конечно, давай, нет. твои факапы. Факапы. Ну вот Ну вообще... давай, выкладывай, Нет, как так вот есть сразу, уже. чтобы вот прям оп, и начать с какого-то факапа, ну таких вот по факту не было. То есть все они... То есть не было такой раз, вышел на сцену, хотел что-то сказать, а не можешь. Слушай, они все, вот по прошествии нескольких лет, ты понимаешь, что это вообще не факап. Ну, то есть, типа, вот что-то случилось, ну, там, я не знаю, отключился микрофон, или кто-то что-то сказал в микрофон, уходя со сцены, матное, например, бывало. И я к этому отношусь уже просто как, ну, блин, забавный случай. То есть факап — это, ну, я не знаю, это когда выходит на инаугурацию Байден, а ты его представляешь, встречаете Дональд Трамп. Вот это факап, наверное. Такого как бы в жизни у меня не было. Вот, И он упал в обморок. Ну, типа, это факап. А на моих мероприятиях, ну что, ну я не знаю. Ну вот однажды, да, было мероприятие, я его вел, и было две конкурирующих компании: Вымпелком и Ростелеком. Если ты такие помнишь вообще в России. Бодались. Это что-то интернет-провайдер. Вымпелком — это Билайн, короче говоря. А Ростелеком — это Ростелеком, он так и назывался. Конкурент. Да, прямые конкуренты. И было мероприятие какое-то городское на главной площади города. И оно было организовано Вымпелком, Билайном. То есть мы что-то там в черно-желтом, он еще тогда был, вот какое-то такое мероприятие. И я выхожу на сцену и что-то говорю: вас приветствует, а в сценарии там везде написано «Вымпелком». Вот. А на слуху этой фразы нет «Вымпелком», потому что, ну, все знают Билайн. «Вымпелком» — это типа название зарегистрированной там организации. Ну, я выхожу и говорю: вас приветствует на нашем сегодняшнем городском мероприятии Ростелеком, ура! То есть называю прямого конкурента. Вот. Я даже не заметил это, когда был на сцене, потому что, ну, для меня как-то, ну, Ростелеком, Вымпелком, что там одни какие-то комы. Вот. Выхожу, объявил кого-то, выхожу вниз, мне подбегает организатор мероприятия и говорит: вы сказали нашего главного конкурента, чтобы такого больше не было. 500 раз за день вы должны сказать Вымпелком, Вымпелком, Вымпелком. Вот я со сцены потом 500 раз сказал Вымпелком за эти там 12 часов мероприятия. Ну, факап, ну, наверное, факап. Кому-то стало плохо от этого, никому не стало. Что еще? На свадьбах, ну, вот у меня хорошие, трогательные, лиричные, интересные свадьбы. У меня не дерутся на них, я не знаю. Я не могу рассказать, как кто-то вышел и лопатой дал там тестю по спине. Ну, не было такого, к сожалению. Ну, в начале карьеры, когда я только-только в Нижнем Новгороде начинал и там вел в каких-то не самых фешенебельных ресторанах, а просто в шашлычных у дороги. Нижний Новгород, Березовая роща, сейчас все вспомнят. Вот. То, да, там бывали случаи каких-то драк вот на улице. Почему? Потому что это шашлычку, в которой 8 залов, и вот 8 свадеб параллельно проходят. И внутри зала все шикарно и классно, но когда перекуры, то ты сама понимаешь, там ходит 8 невест, 8 женихов, 8 пьяненьких свидетелей, родственники вот эти все, и, конечно, там каждые выходные какие-то конфликты. Ну, как бы я к ним что, имею отношение? Нет. Ну, то есть, да, там какие-то люди дрались. Но так, чтобы это был факап на моем мероприятии. Ну, вышли, ну, подрались. Я такой, ну, как бы, окей, я жду вас в зале. Вот у меня торт, букет невесты, подвязка. Давайте возвращайтесь, пожалуйста. Ну, хватит морды бить друг другу. Давайте вернемся в зал. Ты яркий, позитивный, но такой ты, например, для меня и для остальных людей. Какой ты для себя? Конечно, грустный. Апатичный. Загоняющийся. Да я не знаю, сложно мне сказать, какой я для себя. Наверное, вот как-то так смотреть позитивно на жизнь я не перестаю, и находясь наедине с собой. Но
там, если спросить... Обманываешь себя или Если меня? спросить мою Катю, то да, у нас есть шутки по поводу того, что я иногда прихожу домой, молчу, не разговариваю с ней или с детьми какое-то время, и она говорит: ты поговори, пожалуйста, с детьми-то, может быть, или мы должны заплатить тебе деньги, чтобы ты поговорил. Я говорю: конечно, ну то есть я бесплатно не разговариваю, всю мою жизнь мне платят за то, что я что-то говорю, поэтому уж будьте любезны, вы мне там переведите, я поговорю и с детьми, и с тобой. Ты самовлюбленный? Ну, наверное, да. Не знаю. Сложно сказать это. Со стороны виднее. Хотелось бы верить, что нет, но друзья частенько говорили, что особенно вот в начале карьеры и в ее становлении, когда ты начинаешь добиваться какого-то успеха, ну, ты начинаешь себя превозносить несколько на фоне всех остальных. Это плохо, это, конечно, с этим надо бороться. Мне друзья помогли, хотелось бы верить. То есть они мне прям так сказали: Димарик, ну ты что-то вообще уже... Зазнался. Да, вернись, пожалуйста, с небес на землю. Но это было в студенческие годы, и там чуть-чуть дальше студенческих, потому что когда ты студент, когда ты только-только там заканчиваешь вуз, когда все твои друзья устраиваются на какие-то низкооплачиваемые работы, потому что только начинают свою карьеру, а ты уже ведущим, уже заработал себе на BMW, купил хорошую машину, купил квартиру, Поймал делаешь звезду ремонт. с неба. То есть, как бы, конечно, ты вот начинаешь вариться в том ощущении, что ты какая-то такая суперзвезда. И это есть, мне кажется, ну, у многих и артистов, которые добиваются успеха именно в молодом возрасте. Мгм. Здесь самое главное, да, вернуться вовремя на землю, понять, что все эти успехи на фоне там других сильно более успешных людей, твои, они вообще настолько ничтожны, что ты просто Мгм. должен вернуться как-то. Так что да, наверное, да. Нос чешется, то ли бухать будем сегодня, то ли к деньгам. Не М. пойму. Это отличная идея налить чистый джин сюда вместо воды. Мне очень нравится Дим, я твое предлагала интервью. виски. I'm sorry, ты отказался. Нет, Сказал, вот наливай воды. Джин Плохая устраивает меня примета во абсолютно. время интервью пить виски. С чего-то ты взял, я не Каждый знаю. следующий вопрос будет все веселее и веселее. А мои ответы разнузданней. Что тебе помогло добиться успеха? А что, Не вот я это ли добился успеха звездность? какого-то, я вообще не Ну добился подожди, ты никакого только что успеха. рассказывал про BMW, пока Да. там ни у кого ничего не было, ты уже был такой, Да я извините, тебя умоляю, там. BMW был подержанный, куплен в кредит, какой успех? Но а чё? все же, ни у кого же в селе не было такого BMW, как у тебя, а ты все-таки купил. Что помогло тебе Наше добиться село Нижний успеха? Новгород сейчас такие, там, 1,5 миллиона людей, слушая наше интервью, скажут: что? Село? Накол в комментариях, накол всех Обожаю, хейтеры, обожаю, давайте. Начнем. этих. Село. Какой вопрос я пропустил, извини, я. За какой хрен купил BMW? Мы о За чём какой вообще? успех? Что, да я не знаю, что помогло добиться успеха. Слушай, мне кажется, что я просто был, ну, типа, на своем месте. Здесь же как оценивается, как мне кажется, успех? Когда ты востребован. Ну, то есть вот, какой человек успешен? Если то, что он делает, нужно другим людям. То есть вот есть, я не знаю, парикмахер, тот, кто печет круассаны, массажист, ведущий, хороший, классный специалист. Когда он успешный? Когда вот за ним очередь выстраивается, и ну, типа ему звонков сильно больше, чем у него свободного времени, чтобы поработать. И вот если таких людей много, то значит ты успешный. Я, мне кажется, в России могу себя называть успешным человеком. Сейчас здесь, в Америке, я еще только на самом начале вообще этого пути, и я откатился условно на там 15 лет назад, потому что здесь ты сама прекрасно знаешь, переехав сюда, ты начинаешь жизнь абсолютно с нуля, если не с нуля, то даже, может, там с минус 16 этажа еще. Потому что тебе как раз-таки надо понять, что здесь ты вообще никому не нужен, и весь твой успешный успех остался где-то там, в другой стране. Там, да, кайф, когда... Там ты король был. Ну, не Я то, что просто король. был на своем месте, поправляя корону Ну, в нет. золотом Так, своем так никогда не было, кресле. конечно. Так никогда не было. И у меня был И такой специальный сейчас человек. ним сейчас нарисуем. Так никогда не Нет, было. у меня был специальный человек для поправления короны. Ты давай А, не путай. то Я есть даже не сам сам это никогда поправлял? не делал, конечно. Извини, был специально пожалуйста, обученный конечно. человек. Это факап. Да, он у меня был на зарплате. Надо Один попить воды. поправлял корону, другой пододвигал кресло, третий, соответственно, заводил машину перед тем, как я в нее садился. Вот так все было. Так, Ну, а в Майами, ну, уже такого нет, я в понимаю. Майами Ну, всё пришлось корону приходится делать приопустить. самому. Я еще пока не нашел тех мексиканцев, которые будут за $2 в час, $2 в год работать на меня. И вот.
Что? Успешный успех. Как добился? Я не знаю. Что? Я Просто долго, занимался тем, что тебе нравилось. много и упорно трудился и работал. Постоянно обучался своему делу. Из Нижнего Новгорода, проведя всем все, поехал в Москву на форум ведущих, посмотрел на форум ведущих. Понял, что меня вот учат какие-то люди, стоящие на сцене, а мне есть чему их поучить. То есть они учат, а сами, ну, выглядят не так хорошо, как мне хотелось бы, чтобы выглядел ведущий. Говорят не так грамотно, как мне хотелось бы, чтобы говорил ведущий. А они говорят, мы там получаем 20 тысяч рублей. Ну, условно, тогда я в Нижнем Новгороде получал, не знаю, 20 тысяч за мероприятие, а он со сцены говорит, 60 в Москве получает. И я сижу, вот так думаю, а что, почему программа сбилась у меня? Что, где тот поворот, где я свернул не в то село? Почему я в Нижнем Новгороде работаю за 20, а он то же самое делает за 60 и еще и не очень хорошо. Вот, уехал в Москву, стал покорять ее, и тоже самое, опять, с нуля, никому ты не нужен, сложно, было у меня 2 волны переезда, то есть я приехал с распростертыми объятиями, так думал, сейчас пинну дверь Москвы, сказал, я Дмитрий Сахно, ждите меня, Москва, я здесь, расхватывай меня. А Москва Ну, такая... и все. А Москва даже не заметила, она как дальше, вот, Откуда звук? как по МКАДу ехала 120, так и едет. И вообще параллельно кто там из села приехал. И степ-бай-степ, только там через 2 года, проникая через все тусовки, нетворкинг, общение, знакомство с организаторами, ты выстраиваешься уже на федеральном уровне. Ну, в те годы очень хорошо эта индустрия была прям вот... Все тянулись к объединениям тогда. Объединения были ведущих, организаторов, топ-15, топ-100, вот эти как-то все коллаборации случались, и они помогли на федеральный уровень выйти. И я был как-то в этой волне как раз переезда, и активно себя там пиарил, и поэтому это помогло именно уже попасть в такой, в топ всероссийский, наверное, ведущих, вот так бы я сказал. То есть я, и, конечно, продолжал все время слушать, внимательно смотреть и внимать всему, что говорят ребята-москвичи, которые уже там несколько лет до меня приехали в Москву и по факту этот весь путь прошли. Вот, поэтому этот успех, он в том, что ты 15 лет занимаешься одним и тем же и занимаешься хорошо. То есть, ну, людям нравится то, что ты делаешь, и в этом кайф. Конкуренция для тебя. Что? Где? Что? Что Конкуренция для тебя. Конкуренция для меня, да, есть, существует. Кто, И где? кто? Где? Имена, явки, адреса, телефоны тебе? Конечно, давай, выкладывай. Конкуренция, конечно, есть, потому что, ну, она и за нами в том числе началась, потому что, опять же, вот я скажу, мы какое-то некое такое поколение людей-ведущих, которые выстроили эту профессию на своих руках. До нас ведущий, это было вот некое слово «тамада», которое вот в Грузии почитается за очень уважаемого человека, а в России, ну, обросло таким налетом того, что это человек или женщина, которая с стихами, красная атласная папка открывает и пошла там какую-то свою программу. Ну, то есть такое... То есть ты не тамада? Некое принижение. Опять же, я тамада, я хорошо отношусь к этому слову. То есть, будучи в Грузии, я свою свадьбу с Катей делал в Грузии, мы женились. И там тамада — это самый уважаемый человек за столом. Поэтому я отношусь к слову тамада хорошо. Но в России оно приобрело неправильный оттенок. И поэтому здесь надо разобраться с понятием, что ты имеешь в виду, тамада, когда говоришь. Но это бог с ним, уже не будем вдаваться в подробности. В общем, о чем я говорил? Мы говорили про конкуренцию. Да. Убить всех конкурентов надо просто, и все, и тогда ты заживешь. Явки и пароли. В общем, видя наш успех, понятно, что за нами шли другие люди. Потому что мы вот изменили профессию там в нулевые годы, например, скажем так. И когда человек видит, какой-то там студент, который только что был студентом, вдруг ездит на хорошей машине, тусуется, веселится, всегда в городе на виду. Естественно, за нами стали идти огромное количество людей, которые становились ведущими уже, что называется, после нас, этой волны. И мы сами себе плодили конкурентов. И они уже были на рынке. И это нормально. Ну, то есть я к конкуренции отношусь хорошо, потому что если говорить про там тот же рейтинг топ-100 лучших ведущих России, ну, первая двадцатка, наверное, даже 30 человек, ты всех знаешь, всех видишь, со всеми общаешься, опять же, благодаря вот этим комьюнити, со всеми там мы играли в футбол, и я организовывал футбольные турниры, просто на каких-то форумах и ивентах ты всегда пересекаешься и всегда берешь что-то свое, то есть мы разные очень, то есть я нормально относился и отношусь к конкуренции, потому что говорю, что если мы хороший профессионал своего дела, то это как сравнить, что ты выберешь: Mercedes, Audi, BMW или Porsche.
Ну, невозможно из этих 4 машин немецких, качественных, крутых, выбрать одну. Невозможно в том плане, что они очень похожи, они качественные, профессиональные, отличные, с набором определенным неких функций и устройств. Но один человек тебе скажет, я вот только Mercedes люблю, а другой, я только Audi, а третий, я BMW, и вообще вот этот пропеллер на капоте, он мне нужен, я хочу. И здесь с ведущими точно так же. У нас много разных. На вкус и цвет, как говорится, все фломастеры разные. Наша профессия творческая, то есть тебе может просто не нравиться человек, как выглядит, как одет, как говорит. Там еще миллиард параметров, по которым ты можешь выбрать одного или другого. И, соответственно, конкуренция — это круто, потому что ты берешь что-то хорошее, а человек видишь, ага, так я тоже такую штучку могу сделать, фишку, давай я попробую ее забрать себе в свой бизнес. Забираешь, как-то переформатируешь и, соответственно, кради как художник, это называется, книга такая есть. Вот примерно все в нашей профессии так и делают. И это круто, это классно. Ты получил Да. какую-то премию, которая тебе позволила твоему кейсу принять хороший оборот в получении визы экстраординарного человека, грин-карты. Да. Ну, здесь вообще надо сначала сказать, что я получил грин-карту как экстраординарный талант Поздравляю. EV1A. Благодарю тебя. С резидентством. Это радостный момент в Теперь жизни. ты здесь можешь себе много чего позволить и много чего не позволить. Юху! Теперь могу официально работать в Uber Eats. Так вот, телефон, конечно же, мы Uber оставим в описании нашего видео. Итак, виза талантов, да, получена. Что помогло мне ее получить? Я выиграл конкурс «Лучший сельский ведущий Нижнего Новгорода» 2017 года. Офигеть, и что, за это дают грин-карты в И Америку, здесь что ли? вот должна быть грамота. Вставляете. Нет, хреновые монтажеры, у вас даже вот тут ничего не выехало сейчас. Ну, как бы... Зато ты выехал в Соединенные Штаты, короче, выиграл сельский конкурс. Что за конкурс был такой? Очень хороший конкурс. Ну ладно, отвечая на твой вопрос, если серьезно, да? Какой вопрос? Я опять забыл. Про Какой конкурс? Ну, Просто не только же конкурс, конкурс там столько Нижнего пунктов, Новгорода. которые... Лебедушка, давай. Как показала практика, конкурс в Нижнем Новгороде в рамках сбора документов на визу США вообще никому не нужен, потому что он не федерального масштаба. Мгм. То есть мне помогло закрыть один пункт из тех 10, которые надо. Там вообще, если вы собираете на визу талантов или любую другую визу, то вы должны понимать, что надо закрыть 10 пунктов, доказать там свою экспертность, участие в конкурсах, участие в жюри, повышенную зарплату и еще какие-то 6 пунктов, которые я Все-таки сейчас ты уже не зарплату помню. получал, да? Мгм. Иногда бывало, мне платили, не Так. только едой. Соответственно, вот один из пунктов — это участие в конкурсах в твоей профессиональной деятельности. И да, премия ТОП-100, которая организована Олегом Белецким, она дала большущий скачок для меня лично и закрыла вот этот вопросик, один из 10 пунктов в сборе документов. То есть что это такое? Ты доказываешь, что была какая-то премия национального масштаба, то есть как минимум в твоей стране, а лучше еще в нескольких, а там была, естественно, Беларусь, Украина, Казахстан и прочие русскоговорящие страны, и ты прилагаешь вот некое там мнение жюри. И я просто участвовал 3 года, был там 6-м, 5-м и на следующий год 4-м, по-моему, в 21-м году. Я как раз последний раз пытался. И в 22-м году, когда я сюда приехал в Америку, вот я и подавал документы, что, посмотрите, я был на 4-м месте в рейтинге топ-100 лучших ведущих. Этот рейтинг, в принципе, формируется как рейтинг на Кинопоиске или IMDb. То есть большое количество жюри, оно оценивает, и становится оценка не столько субъективной, сколько, хочется верить, чуть-чуть более объективной. То есть вот, типа, многим людям ты нравишься, они за тебя ставят высокие оценки в рейтинге. Подаваться участвовать может каждый, кто-то не участвует из ребят, которые уже там топ-топ, кто-то участвует, кто-то с медийным прошлым и настоящим, то есть у него проекты на YouTube или телевидении, кто-то как мы, как я называю себя, ноунеймы, которые ведут вот на мероприятиях. Вообще очень круто, потому что мне казалось, когда я узнавал о визе талантов изначально, что это может сделать только Ваня Урган, Дима Нагиев, вот такие люди. Ну, то есть, типа, вот таким надо быть, чтобы получить такую визу талантов. У Но меня оказался ты лучше, чем Дмитрий Нагиев. Это понятно. Мгм. Тут...
очевидно, но... Вот. А оказалось, нет. Оказалось, что простой парень из Нижнего Новгорода, ноунейм, мы вот как-то в своей сфере так смогли создать ее, так создать внутри себя свои премии, свои какие-то награды, доказать свою уникальность и профессиональность в этом, что даже американское правительство сказало: да, крутой ты чувак, давай попробуй развить свой ей талант его не здесь. дадим, тебе дадим. Это шикарно. Да и ему дадут. Ну, то есть мне казалось, что, знаешь, сейчас же эти визы получают вот там из Little Big, да, солист, вот тоже получил эту EB1A. То есть вот это типа творческий талантливый человек, это группа, это музыка, это, да, это участие в Евровидении. То есть мне казалось, вот такого масштаба надо быть. Если спортсменом, то надо выиграть международные соревнования, как это сделала ты, да? То есть что, если ты выиграешь российское, это типа, ну, вот мир, да, олимпийский чемпион, пожалуйста, получи грин-карту по Extraordinary Talent. И круто, что Америка дает шанс, казалось бы, вот таким людям, как я, в том плане, что, ну, я реально и адекватно оценивал свои успешные успехи, как ты спрашиваешь, и понимал, что они, ну, они ничтожны в масштабах мира. И очень клево, что Америка тебе дает шанс поверить в себя и говорит: да нет, чувак, ну, ты если докажешь, что ты талантливый, то ты талантливый, пожалуйста. Давай, да, пробуй развить свой талант в Америке. Боюсь представить, сколько у нас здесь в Америке соберется талантливых. Не надо сюда приезжать больше, никто. Ребят, достаточно. Хватит, нам и так здесь уже нет работы, а вы еще понаедете тут. Все, кто слушает это интервью, в Америку не надо. Не надо. Нам и так без вас здесь живите хорошо. там, где живете. Где родился, там пригодился. Вот это все, пожалуйста. И так далее по списку этих всех пословиц, поговорок, которые мне Хитрожопые говорили какие мои мы. прабабушки, прадедушки. А какой был вопрос? А вопрос неважно был какой. А премию, да, какую-то вот я, где-то там я что-то выигрывал, да. И это очень помогло. И еще несколько пунктов. А вообще крутой иммиграционный адвокат у меня просто был, и он помог. Сколько Мне отвалил? понравилось. Слушай, так там все по прайсу, там $10 тысяч его работа, плюс еще, ну, примерно 10-15 ты тратишь на оплату самих вот этих форм, оплату переводчика, Чтобы стать оплату как чего. Нагиев? Всего $25 тысяч. Но это цены 22 года. Сейчас они 100% все подняли, конечно, потому что за мной это повалила толпа. Как только все узнали о том, что я такую визу получил, еще сразу 200 человек. Как давай Так и писать что? моему адвокату. Ты занялся триатлоном. Опа, неожиданный переход. Вот такие у нас в интервью. Допустим. Ну, я так поняла, что ты побоялся все-таки, что как ведущий ты не прокатишь, и все-таки, может, как спортсмен зайдешь сюда. Да. Нет, такой мысли не было. Ну, давай, про триатлон, да? Про триатлон. Давай, про триатлон. Почему вдруг Что? триатлон? Что произошло? Ой, да все по пьяни. Как всегда. В моей жизни все так, очень часто. Спонтанные решения. Давай начнем с самого начала. Итак, я родился. Ура! Я финишировал. Заслуженная медалька. Я закончил с результатом 1 час 54 минуты. И я 6-й в своей возрастной категории. Ну, все очевидно. А почему они опередили меня на эти 4 минуты? И дело не в тренировках. Дело в том, что они стопудово просто бежали всю дистанцию. А я забежал в бар, мы же бежали по набережной, выпил корону с лаймом. Блин, короче, в следующий раз, наверное, не надо останавливаться и пить пиво посередине дистанции, да? Надо прям бежать на финиш, что ли, получается? И тогда будешь в тройке победителей. Ладно, всем отличного дня. Занимайтесь спортом, кайфуйте, наслаждайтесь. Ты родился, мы уже все поняли. В селе Нижний И Новгород, даже уже успел вырасти. Нижегородской губернии. Докатиться до такой жизни. Ну, нет, ладно, у нас откровенные интервью, мы же Ну, серьезные. конечно. Серьезно Мы сейчас, очень поэтому я серьезно. буду серьезно рассказывать. Давай, Почему лицо серьезное да. сделай. Я прочитал заметку жены триатлониста, там, где предлагается сковородкой бить по морде мужа, если он вдруг купил себе вот эти энергетические гели, СИС, изотоник и прочие, которые Муртен и прочие эти самые дальше по списку. Да нет. Я, в принципе, всегда был спортивным парнем. То есть я с самого детства занимался настольным теннисом, футболом, Обманщик волейболом. какой. Всегда был вот где-то около Мы сейчас спорта. обязательно вот здесь, друзья, фотография вот здесь сейчас появится, как Дима всегда любил спорт. Я пришлю эту фотографию. Там просто Дима любил не только спорт, но и плов.
И Он спортивно ел, очень, ложкой работал. очень. спал. Вот здесь прям моя любимая фотка, она, смотрите, вот он человек, который любит спорт. Это один и тот же человек, если что. Ну и... И вот где-то я был около такого состояния, плюс-минус. И вообще в жизни я уже раз 5-6 примерно сбрасывал вес, набирал вес, сбрасывал, набирал. У меня друзья в студенческие годы вообще спрашивали провести тест на эластичность моей кожи, потому что я вот как бы то оп, плюшка, то такой вроде подтянутый спортивный. сушка. Да, то плюшка, то сушка. Отлично, кстати, да. Вот. И этот процесс у меня зависел от того, ну, типа, слежу я за питанием и то, что я пью, ем и занимаюсь спортом, или не особо, и кайфую, и как бы ладно, и так сойдет. Но вот мой организм такой, не занимаешься, сразу набирает вес. И однажды с друзьями мы что-то тусуем, пьем, выпиваем, и девчонки, которые там были, говорят: мы сегодня больше не пьем, у нас завтра тренировка по бегу. 2017 год, как сейчас помню. Я такой: так, что за тренировка по бегу? Вы что, бегом вдруг занимаетесь? Вы что? До ларька нормально ходим, зачем бегать? Они говорят: да, мы хотим пробежать марафон группой. То есть можно пробежать марафон не все 42 километра, ты одна бежишь или один, а по 6-7 километров 6-7 человек. Ну, везде по-разному. И типа они говорят: вот мы будем готовиться, и в Италии в ноябре бежим красивый марафон. Я такой: Италия? Еще и в Италии. Мне все нравится. Там Кусок вино, пиццы там такой вкусная перед еда, тобой. да. Бег, пофигу, говорю, давайте я просто с вами лечу в Италию. Потом они на следующий день говорят: ой, мы перепутали, не Италия, а марафон Канны-Ницца. Ну, я такой: Канны-Ницца, тоже очень красиво. Там ты реально бежишь вдоль берега Средиземного моря. Очень красивый и живописный марафон. И они говорят: мы вот будем готовиться, по 6-7 километров каждая бежит, и, соответственно, готовимся сейчас. На дворе, условно, чтобы ты понимала, там июнь, 2 июня. И Дима. А марафон 150 килограмм. 5 ноября. То есть июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, 5 месяцев ровно до самого марафона. И я такой: а я завтра с вами на эту тренировку. Ну, типа, что, давайте. Вот, прошел на тренировку. Тренер на меня посмотрел, я говорю: вот я такой. Говорю: я вообще Он смогу говорит: пробежать? ёбушки-воробушки, Дмитрий. Это, да. Все, я ушел из бега и пошел в триатлон. Тренер мне говорит: если ты будешь соблюдать все, что я тебе напишу, то мы подготовим тебя к марафону. А ты такой: И вы ты его точно тренер? пробежишь. Да, вы точно тренер. И там перечислите на мою карту вот столько-то денег сразу. И я такой: а давайте. И самое интересное в жизни что? Это то, что из всей этой большой тусовки полетел на этот марафон в итоге только я один, естественно. То есть все эти девчонки туда не полетели, они не бежали в итоге даже не то, что целый марафон, но и вот этот раздельный. Потому что, ну, одно одни обстоятельства, другое другие, третье. А я как-то так втянулся в этот рабочий процесс, все лето тренировался и занимался бегом. Мне нравилось, потому что, ну, вес уходил, какая-то система появилась в моей жизни, хоть какая-то, потому что, ну, когда ты живешь один, тусуешь, веселишься, вечеринки, да, все классно, но рано или поздно тебе вдруг захочется чего-то, вот какой-то вызов себе бросить, ну, мне так захотелось. И, в общем, меня он подготовил к этому марафону. Шикарное у меня было время для первого марафона и для того состояния, что я все-таки плюшечка такая была, как ни крути. Я пробежал за 3 часа 30 минут, это если там бегуны Ты есть. не умер? Они понимают, что это классное время для первого марафона, я никогда в жизни не занимался легкой атлетикой и То есть не ты бегал. живой остался? Да. Как, ну, отличные слова тренера. Он готовил с... Отличные слова тренера, он всегда готовил с фразой: вы должны финишировать с улыбкой на лице. То есть вы должны не умереть на финише, а вы должны как бы, ну, в кайф пробежать. Вы То есть не любители. умереть с улыбкой Вы на не лице, а профессионалы. добежать с улыбкой. Да. То есть потому что профессионалы же как? Ну, они выкладываются на все, умери или сдохни, или добеги, но выиграй. А мы, люди, которые никогда в жизни спортом профессиональным не занимались, мы же должны типа удовольствие получать от всех этих спортивных соревнований. За это благодарность моим всем тренерам, которые у меня были. И, соответственно, я пробежал, и у меня как-то, ну, все, глаз, марафон пробежал, круто. Что дальше? Ну, типа, у меня не было желания, знаешь, пробежать второй марафон, 10-й, 20-й, марафон большой шестерки. Вот есть такие 6 международно известных очень марафонов, которые составляют еще одну такую большую медаль. Наверное, я тоже их все пробегу в своей жизни когда-то, просто пока такой вот цели я прям себе не ставлю. И следующий этап после марафона и бега,
Ну, во всех интернетах, конечно, пишут про Ironman, про триатлон, про то, что к бегу добавляется плавание и велосипед. И типа вот, это вообще просто безбашенные дурачки, которые 12 часов могут крутить педали и зачем-то это достигают этих целей. И я как бы предложил, вроде как вслух озвучил, может вот этим начать заняться. А мы тогда были уже с Катей в отношениях с моей женой. Нынешний. Так. Нынешний. Текущий. Кать, привет. Привет, Катюш. Не убивай его, он вернется. Но это не точно. И она сказала, да нет, ну то есть не надо тебе, ты не хочешь заниматься триатлоном. Она решила. Ну, потому что мы все читали вот эту записку жены триатлониста, где действительно люди немножко едут слегка кукухой, и, ну, типа триатлон занимает очень большое место в их жизни, и они забывают про то, что есть еще семья, бизнес, дети, заботы, работа, и вот как-то... Вся жизнь триатлон. Ну, триатлон просто такой вид спорта, на который ты реально должен тратить много времени. Как ни крути, ты его должен находить. То есть у тебя должно быть там 2 часа в день тренировки триатлонной, чтобы ты в итоге подготовился к Ironman. Ну, 2 часа в день. Как бы это сложно найти человеку, который работает на обычной работе. Благодаря тому, что, слава богу, у меня работа такая ненормированный рабочий день, в принципе, вот, оказывается, эти 2 часа я смог найти. Это я все долго так рассказываю, как я в него пришел. Случился ковид. Февраль 2020 года. И мы садимся все на карантин дома. И я понимаю, что если я сейчас не начну как-то жестко себя по спорту вот нагнетать, я точно растолстею и опять, ну, превращусь в плюшку. Очень этого не хотелось. Я говорю, Катюш, давай я все-таки пойду попробую в триатлон, вот как бы с тренером дистанционно хотя бы заниматься. На тот момент все как бы перешли на дистанционку, какие-то программы, ты дома что-то выполняешь. По лестницам, я помню, бегал вверх-вниз. Мы жили в Москве на 23-м этаже, и вот туда-сюда я бегал. Это было круто. И я такой, давай вот начну заниматься триатлоном, потому что, ну, интересно. И все, пошел в студию по триатлону. У знакомых опять спросил, к кому лучше обратиться. Олег Добролюбов, мой тренер. Олежа, привет. Если смотришь это интервью, тебе респект большой, потому что триатлон сильно, конечно, повлиял на мою жизнь, и это, опять же, классный тренер для новичков, непрофессиональных спортсменов, который вот тебе как-то расставляет приоритеты в жизни и внушает в голову, что триатлон — это просто часть твоей жизни, очень классная, но ты не должен только ей убиваться. И так получилось, что, видишь, во время ковида 2-3 месяца все жили по своим домам, выходить никуда было нельзя, работы у меня тоже не было, потому что какие-то крупицы и крохи мероприятий были онлайн, и у меня было прям много времени на спорт. Это было вообще вот... И моя лучшая физическая форма была в год, когда был ковид, 20-й год, к лету, к своему дню рождения, 3 августа, я стоял в планке 22 минуты, 22 минуты я стоял в планке. Ну, это классный я результат. делал половинку Ironman из 5 часов, то есть это 4:50. Ну, тоже для тех, кто просто знает, это очень классное время для непрофессионала, который там полгода всего в триатлоне. То есть я прям был вот в идеальной спортивной форме, потому что ни на что по факту в жизни не отвлекался, кроме своих тренировок по триатлону. И степ-бай-степ потом, естественно, готовился к целой дистанции. И первую целую дистанцию я сделал здесь, в Америке, в штате Флорида, город Панама-Сити-Бич. Это здесь, на северо-западе, то есть на Мексиканском заливе. Очень красивый городок. В ноябре 21 года то есть 2 года я готовился к ней. И вот, соответственно, в ноябре 21 года я приехал сюда с семьей. Мы уже были с Катей, Мартином и путешествовали тут 2 недели по штату. И, соответственно, я сделал целую дистанцию. Очень круто. Очень сложно там было тоже, потому что я попал в сильную автокатастрофу за 2 месяца до этого. Обалдеть. Да, тут вообще все сейчас рассказываем серьезно. И вообще под угрозой было мое участие, потому что у меня сильно болело колено. Да, так получилось, что в Молдавии я вел классный очень корпоратив и день рождения 3-дневный. И такси, которое меня и нескольких гостей везло в аэропорт Кишинева, нам в лоб вылетела машина. Очень сильная авария. Там было во всех местных СМИ. Водитель нашего такси погиб вообще. А мы вот все пассажиры выжили. Ценой там его жизни. В общем, он нас всех спас. И через 2 месяца ровно соревнования. Это начало сентября, соревнования 5 ноября. И мы с тренером, типа, делать не делать, потому что, ну, у меня колено выбито, мне реально больно бегать. И такой я, наверное, 2 года жизни, ну, надо, что называется, отменить и не проходить дистанцию. Ну, вот так степ-бай-степ, ты просто, когда уже настроился, купил слот, когда у тебя билеты куплены, ты очень сильно этого хочешь пройти это.
И я там месяц вообще ничем не занимался, как раз самый главный, который надо бы. И через месяц я плыву, не болит нога. Окей, значит, я проплыву дистанцию. Пошел на велик, кручу велик, окей, не болит нога. Значит, докручу как-то педальки. Бегу, болит нога, колено болит очень сильно. Чем быстрее бежишь, тем сильнее болит. Ну и я такой, в общем, в итоге принимаю решение, бог с ним, дойду. Ну, то есть, типа, я нормально проплыву, нормально прокручу педали, и времени у меня хватает дойти пешком этот марафон. Типа, it's okay, это тоже нормально, так делают люди. И, соответственно, просто чуть-чуть начинаю тренироваться, и, да, не пешком иду, но медленно бегу этот марафон нормально. Время мое 12 часов 37 минут. Тоже просто для тех, кто любит вот Ironman делать. Так что вообще нет никаких преград, все в вашей голове. Я всех приглашаю в триатлон, это реально крутой вид спорта, потому что это лично для меня это еще медитация. То есть любая тренировка, она длинная, и она дает тебе возможность побыть наедине с собой. Вот часто задаваемый вопрос на всех интервью, типа ты отдаешь энергию на мероприятие, где ты ее берешь? Да, у меня это две вещи. Это путешествие и это сейчас занятие спортом. Почему? Потому что вот велотренировка, это бывает 3-4 часа. Сел на велик. И поехал. И 4 часа ты со своими мыслями, ты обо всем поговорил, ты обо всем подумал. Это клево. Ну, то есть просто кто-то сидит, медитирует. Для меня это вот еще совмещение. Я что-то делаю физически, и по факту это та же медитация, когда я могу остаться наедине с собой, и мне никто ничего не говорит. Я очень люблю команды и виды спорта. Я сейчас играю там и в футбол, и в волейбол, и в баскетбол могу поиграть. То есть и в Майами, и здесь я с пацанами играю в футбол, и что тоже очень сильно люблю. Но остаться наедине с собой благодаря спорту мне прям тоже по кайфу. То есть я вот из тех людей, кто... Один из своих разов, когда я худел в зале с тренером. Макс Матрос, Нижний Новгород. Тебе тоже респект, тоже смотри это видео. И это тоже человек, который, если сейчас хоть как-то теория 6 рукопожатий поможет Олегу найти новых воспитанников, а Максу своих в Нижнем Новгороде новых воспитанников, это будет круто. Макс Матрос, мы с ним худели в зале в тренажерном. Так. То есть веса, приседания со штангой, вот это все, куриная грудка, запах, который я ненавидел. Ужас. Через 5 месяцев очень хороший результат. Вот как раз тогда я похудел на 25 килограммов. Но примерно тогда же и заработал межпозвоночную грыжу, которая дальше не давала мне спокойно жить, спина побаливает иногда, когда я не тренируюсь. И я просто понял, что это чуть-чуть не мое. То есть я добился результата, но вот, не знаю, в зале с весами работать не то. Ну, не для меня. А вот бежать 2 часа и думать о своем я могу. Велик тоже, плавать, да. И поэтому, ну, типа я нашел гармонию какую-то в этом спорте для себя. И сейчас, просто после того, как я прошел целую дистанцию, я хочу еще одну сделать точно, на лучшее время. То есть я хочу подготовиться так, чтобы не в состоянии раненой собаки сутулой бежать, это как я тогда из-за аварии делал, а все-таки нормально это какое-то время показать, типа там из 11 часов я хочу выйти, это вот такое время, которое я в принципе реально могу подготовиться. И дальше сосредоточиться просто на половинках или четвертинках, когда, как Катя говорит, ну типа нормальная дистанция должна быть, чтобы ты не 12 часов там удохался, а четвертинки здесь я в Майами делаю каждый месяц. В принципе, здесь много стартов местных, и они классные. Четвертинка — это там 2,5 часа гонка идет. И вот она в 7 начинается, в 9:30 я уже ложусь на песочек, загораю и кайфую. Вот в это воскресенье как раз такая дистанция в Форт Лодердейле, через месяц в Ки Бискейн. Так что всех приглашаю в триатлон. Спортивный ведущий, однако. Это помогает. Мне кайфово. Я всех буду рад видеть на каких-то совместных тренировках. Я только за. Приходите в спорт. Человека встречают по одежке или по речи? По одежке, конечно. Ну, естественно. А ты же не слышишь, как он разговаривает, прежде чем ты его не увидел. Поэтому выглядит тоже всегда надо хорошо. Здесь, в Майами, я вот лично чуть-чуть себя ругаю на то, что все начали на расслабоне, я в том числе. В Москве я очень любил надевать классические костюмы. У меня их много. Пиджаков, ну, чтобы не соврать, там, наверное, 40 висит сейчас в Москве в гардеробе. Костюмов там еще 20 примерно. И я очень любил, да, выглядеть стильно, красиво. У меня даже был хэштег «Стиль Сахно». Можете посмотреть сейчас в Инстаграме, там все старые фоточки сохранились. Мы сотрудничали с брендом обуви классный Мэтт Пейкер. Тоже привет, Москва. Шейте обувь у Мэтт Пейкер, кто там.
Ну, она известная, у нее там шьются, Руслан Нигматуллин там себе шьет обувь, Евгений Петросян. Как в одном ряду? Сахно, Петросян и Нигматуллин сейчас стали, я не знаю, но допустим, Судьба. это судьба. Просто это первые фамилии, которые мне пришли в голову из инстаграма Мэтт Пейкер, когда я закрыл глаза. В общем, я очень любил и люблю классическую одежду, но просто в Майами это сложно делать по той причине, что, ну, правда, здесь жарко, и шорты, майка — это все, что здесь нужно. То есть вот надеть рубашку — это уже только на интервью. Это уже, ну, правда, здесь вот ты как-то очень быстро привыкаешь, что тут все ходят просто в шортах, майке. Будь ты, я не знаю, миллиардер, будь ты владелец нефтяной компании, будь ты там обычный трак-драйвер или любой другой человек. Все вот в моих шортах. И мне сложно каждый раз себя заставлять на мероприятия, которые я здесь веду, а это там квиз-плиз или там мьюзик-бинго или еще какие-то, соответственно, заставлять себя надевать костюм или хотя бы пиджак. Вот, это прям... Кстати, ребят, майамские, кто хочет поучаствовать в Quiz Please, Дмитрий Сахно проводит в нескольких городах классное мероприятие. Обязательно приходите, прокачайте свой мозг, пообщайтесь, нетворкинг. Я думаю, что в данном мероприятии вы можете чувствовать себя вполне комфортно, расслабленно, забывая обо всех жизненных проблемах, просто расслабить мозги. Да? Наконец-то часть интервью, ради которой я пришел. Друзья, приглашаю вас на игры Quiz Please, которые небольшая проходят в Норф-Майами, в Голливуде, в Бока-Ратоне по вторникам, пятницам и воскресеньям. Все, включился ведущий. Так, выключай. Нет, правда. Правда, да, потому что это, ну, это то, чем я сейчас здесь живу. Там один из огромных аспектов переезда был в том, что, ну, здесь, правда, меньше мероприятий, чем у меня было в Москве, да, в России. Там ведущий нужен как профессия, востребован, на него есть большой спрос. Приехав сюда, в Америку, ты попадаешь, конечно, в совершенно другой менталитет, другой рынок, и главное это осознать, что здесь ведущий никому тебе не нужен вообще. Культурный код такой. То есть у них на мероприятиях, на днях рождения, на свадьбах, на ивентах, все, что я основной свой заработок имел в России, здесь он просто не нужен. То есть есть диджей, есть организатор мероприятия, есть музыкальная группа, есть там кондитер, Уходим есть декораторы. строители, Дим. Ну, посмотрим, как куда жизнь дорожка заведет. Но просто вот надо было осознать, что, ну, как ведущий здесь нужен, но очень редко. То есть все мои мероприятия за эти 2 года, что я здесь живу, это мероприятие, когда из 2 людей один русскоговорящий, там невеста, например, и жених там не русскоговорящий. То есть вот тогда ты ведешь на американскую публику или там интернациональную публику, когда хочется вот этой стороне русскоговорящей показать некие какие-то традиции вообще, что вот смотрите, у нас есть ведущий, он может вас веселить. Американцам очень сложно объяснить, что ты делаешь на мероприятиях. Это возможно, но ты прям тратишь много времени и понимания того, что ты им доказываешь, как бы вот им что-то новое открываешь. Типа они не понимают, за что они должны тебе заплатить эти там 3-4 тысячи долларов. То есть, ну, они такие, типа, что? Ну, вот диджей, мы понимаем, он будет музыку играть. Вы что будете делать? Что вы? Они приходят на мероприятие, кладут подарок, подходят к паре, поздравляют ее. Ну, если про свадьбу мы говорим. Там выходит группа, говорит, привет, мы группа, мы играем музыку. И американцы, оп, встали и сами пошли танцевать. То есть им не нужен заводила, который проведет танцевальный интерактив, до группы разогреет, вызовет уже людей на танцпол, и все пойдут танцевать. В России так надо делать, в Америке так вообще не надо, они сами встают и выходят. Шафер или там отец невесты или друг жениха встает, дзинь-дзинь-дзинь делает вот так по тарелочке, по бокалу, все замолкают, он произносит речь. Не надо его представлять, разогревать и что-то там делать. Другой менталитет. И вот сложно было перестроиться, конечно, сложно это понять, потому что мне казалось из России, что здесь просто, ну, нет ведущих, я сейчас приеду и как косой вот так буду здесь косить бабки, и каждую пятницу, субботу у меня будут заказы. На данный момент, конечно, такого нет. На данный момент мои мероприятия — это то, что я организую мероприятия. То есть это вот квиз-плизы, игры, там собрания, квесты по городу Майами я организую, так что если хотите покататься на автомобиле по ночному Майами, это тоже ко мне. Пишите, звоните, там все будет, где-то какие-то контакты под видео мы дадим. Обязательно. Вот, то есть любой интертеймент как бы я готов организовать, да, здесь любой каприз за ваши деньги. Друзья, подписывайтесь обязательно на наш канал и ставьте лайк, колокольчик, чтобы не пропускать такие потрясающие эмоциональные выпуски. Ну и, конечно же, пишите свои комментарии, и в описании мы обязательно укажем контакты Дмитрия. Вы сможете поиграть в Quiz Please, погонять по Майами. Так что читайте ниже. Да. Куда-то еще это заведет, я не знаю. Может быть, там игра в покер,
Мужской клуб. Сейчас посмотрим, что будет интересно. Просто на данный момент квиз-плиз, да, приглашаю всех. Это классная форма. Людям нравится. Играют, отвечают на вопросы, знакомятся. Новые друзья. Твой самый большой страх? О, какой неожиданный вопрос. Не знаю, да нет страха. Ну, они все связаны с какими-то очень естественными вещами, знаешь, с там здоровьем тебя, семьи, детей, родственников. То есть вот такое. Ну, то есть хочешь, чтобы все были здоровы, это такой базис, потому что как только кто-то болеет в твоем окружении, семье, сразу все тебе в жизни становится очень неважно, я вот заметил. Ну, то есть, думаю, ты понимаешь меня. Конечно. Ты уже мама, поэтому, когда вот дети болеют, ну все, тебе, в принципе, вообще все твое, что ты там занимаешься, но сразу уходит на второй план, пока не выздоровеет ребенок. Вот, наверное, все страхи связаны только с этим, а больше ничего. У тебя двое детей. Да. Жена. Из Поддерживает тех, тебя. Из тех, которые знает мир, да. Поддерживает тебя. Безусловно. Везде с тобой. Да, Боевая подруга. 100%. Еще раз жене А привет. куда она денется? У меня ее паспорт и ключи от квартиры. Она Вот так просто вот, да? ходит за мной на Всё-таки. все мероприятия. на Новый вид отношений, пожалуйста. Абьюз. Вот как он выглядит. Квиз-абьюз. Точно. Ты ведешь такую программу? Она каждую пятницу, воскресенье и вторник. Приходите. Друзья, кто хотел пройти курсы абьюзера, это к Диме тоже. Ну да, что я счастлив, у меня классная семья, Катюшка молодец. Просто когда ты, опять же, иммигрант, то есть ты переезжай, и первое время у тебя, физически нет возможности и выбрать хорошую няню, да и что будем греха таить, и денег оплатить ее тоже нет. И поэтому, конечно, мы были вместе на всех мероприятиях, и она помогала мне запускать каждый из проектов и участвовала активно. Сейчас чуть-чуть отошла к воспитанию детей и к своим уже собственным проектам. Она учится и хочет дальше там продолжать карьеру и бизнес. Вот. И поэтому сейчас чуть реже появляется на мероприятиях, потому что у нее есть возможность это делать, но она ей просто не пользуется, потому что тоже нужно время побыть наедине с собой, когда, условно, дети спят, муж работает, и вот она наконец-то может что-то посвятить время себе. Потому что дети маленькие, старшему 4,5, младший 1,5, конечно, они забирают 100% твоего времени, когда ты рядом. Попробуй не дать. Еще когда появляется младший, надо же понимать, что старший начинает сразу же требовать еще больше внимания, потому что думает, что сейчас мы переключим его только на младшую. И, конечно, мы стараемся быть классными родителями, уж не знаю, жизнь покажет. Твоя мечта Что? какая? Чтоб мы жили Твоя долго мечта. и счастливо. Нет. Нет, их много. Я здесь как-то... Вот у меня нет такой мечты одной, что ли. Хочется жить долго и счастливо. И, в принципе, сейчас уже как-то... Уже сейчас... И да всю жизнь я живу счастливо. Почему сейчас? То есть это просто разные периоды жизни, и мне они нравятся. То есть я был счастлив и в Москве живя, и до этого в Нижнем Новгороде. И сейчас в Майами я вообще капец как счастлив, потому что иногда просто ты забываешь, что ты живешь у океана. И что ты выходишь, и через 2 минуты ты на океане, на Атлантическом. Просто у тебя всегда солнце. А я люблю солнце, любимый человек. Я люблю, когда жарко. Мне вот зиму не очень надо. То есть я скучаю по зиме из-за разряда неделю покататься на горных лыжах в Альпах, и вот класс, зима, мне достаточно, спасибо. Дальше давайте снова шорты и майку. И просто ты забываешь об этом, когда у тебя миллиард рутинных дел, важных, серьезных, из-за миграции, которые возникают, и ты не можешь сосредоточиться, и мозг не может переключиться, что ты живешь в раю. Типа, парень, расслабься, выдохни, ты в раю. Ты можешь Люди мечтают, они на океане не бывают вообще за жизнь никогда. А ты на нем живешь. И как бы ты об этом мечтал, думал, шел к этому. А вот живя здесь, ты такой, когда последний раз был на океане? Спроси всех майамцев. Они скажут, в этом году, может, был, да. 1 раз мы заехали туда. Как это происходит? Почему человеческий мозг так устроен, что он перестает наслаждаться тем, что у него есть? Это, для меня лично, конечно, загадка. То есть вот как только тебе что-то есть, все, ты сразу, тебе это не надо. Это так плохо. Как ты с собой борешься, когда прокрастинируешь? Да никак, это плохо. Прокрастинирую, конечно, иногда, загоняюсь, ухожу в себя. Никак не борюсь, не знаю. Просто из этого состояния надо выходить. У меня нет способов выходить. И здесь тоже за эти 2 года они очень часто были. Правда, потому что ты из успешного успеха России, я из успешного успеха России приехал в никуда. Там, И твое эго такое... да, конечно. Что? Да. Это спрос. То есть это
ты печешь вкусные круассаны, и у тебя выстраивается очередь за твоими круассанами там в селе Кукуево. И у тебя просто отбоя нет. Ты сколько не напек, все купили, все стоят, говорят, напеки еще. И ты приезжаешь в другое место, и там уже 20 пекарен есть. И ты не нужен. Ты печешь, а их никто не покупает, они гниют. Ну, то есть, ты же не стал хуже их печь. Нет, они у тебя такие же вкусные. Но люди здесь об этом не знают. И это очень долгий процесс и путь становления, пока люди узнают, и пока спрос на то, что ты можешь дать, будет таким же, как вот в условном селе Кукуево. И, конечно, здесь невозможно без депрессии и стресса. Ну, как мне кажется, я не знаю. Если кто-то переехал в другую страну и вот не имел этого стадии всех отрицания, гнева, торга, депрессии и принятия, то это вы вообще супер счастливые люди, если вы так смогли переехать. Ну, типа, у нас были все эти стадии с Катей, и да, они и сейчас есть, потому что куча вещей, которые не особо устраивают в Америке, и которые в России реально лучше. Ну, то есть там какие-то сервисы, какие-то услуги, какой-то быт, который тебя окружает, там лучше и сейчас на данный момент. И все это было, как из этого выходить? Нет у меня совета, я обычный человек, ну, типа, прям со всеми проблемами, сложностями, там, делами, слезами, и, конечно, ты переезжаешь, у тебя вроде жена и еще 2 детей, и ты ответственен за 4 человек, которых ты на какой-то хрен потащил вообще в другую часть планеты Земля. Ладно, один, когда ты переезжаешь, ты такой, что хочу, то ворочу, да? То есть, конечно, одному легче переезжать, ты у тебя... Перед кем ты ответственен? Не перед кем, перед собой. Как-то уж сам-то я и под мостом могу жить в Майами. А может, тебя это как раз таки и мотивирует, что у тебя за спиной есть твоя семья, и тебя это заставляет как-то шевелиться. Да вообще и нет. твою прокрастинацию быстрее перерабатывать. Потому что нет, там, пап, давай быстрее выходи из этого состояния, сюда давай. Да как-то вот мы вместе проживаем, наверное. Потому что этапами, волнами. То у нее, то у меня. Дети, хочется верить, живут свою лучшую жизнь, потому что они живут ее уже в Майами. И, ну, то есть они открыты всему миру, даст Бог, что они сами выберут вообще все. И страну, в которой будут дальше жить, и еще какие-то вещи. Ну, то есть хочется сделать их открытыми к миру. Что сейчас в текущих реалиях очень сложно сделать в России. Так что вот, какой был вопрос? А, не важно. Ну, в общем, есть ли да. какие-то люди, которые прошли. тебя вдохновляют? Да, наверное. Я, да? Безусловно. Ты. Да нет, я не про себя, я про тебя. Я? Нет, ну да. Нет, ну не настолько я уж самовлюблённый, я адекватный, перестань. Но все-таки, да, такой корону поправ. 786-258-4844, запишите мой номер. Лучший ведущий? Звоните. Мне 50%. Есть, но какие-то конкретные фамилии я не могу сейчас тебе так назвать и сказать. Мне просто нравится творчество многих людей и что они делают, и я как-то за ними слежу, пытаюсь что-то, может быть, взять лучшее себе. Это есть как в профессии, так и где-то просто около профессии. Но нет такого, что вот есть один человек, одна фамилия, и я такой, вот, я хочу быть как он. Нет, такого никогда не было. Я всегда стараюсь по чуть-чуть брать ото всех. Я на форумах ведущих даже записываю какие-то слова и информацию, понимал, что ага, вот от этого очень классно взять вот это, а вот этот вот такие умные вещи говорит, надо тоже себе применить. А этот вот такие умные вещи. Кради как художник, есть хорошая фраза. Записываем. Это прям класс, то есть, ну, ты все равно не сможешь копировать прям полную копию, ты все равно это как-то через себя пропустишь и сделаешь по-своему, по-другому. И лучше вот копировать не одного, а 10. То есть, если ты 10 человек начнешь копировать, у тебя и создастся некий свой уникальный стиль, который ты, копируя лучших для себя, через себя переварив, сделаешь еще прикольнее, и у тебя родится что-то твое уникальное. Мне кажется, так. Поэтому не назову конкретные фамилии. Пожелай что-нибудь нашим слушателям, особенно тем, кто, возможно, хочет стать таким же успешным ведущим, вести платное мероприятие, как Дима Сахно. Звучит как последний вопрос в интервью, а я рассчитывал, что мы будем еще 4 часа разговаривать с тобой, поэтому... Всем нравится со мной разговаривать. Да. Да, поэтому еще плюс $500 к нашему интервью, и мы продолжаем. Подлейте мне, пожалуйста, водички. Я понял, что у меня задача отвечать на этот вопрос так долго, чтобы Кристина не могла сказать «Спасибо, Дмитрий, за интересную беседу». На этом все. Вызов принят. Итак, советы. Советы. Рубрика «Бесплатные советы». Здесь интервью заканчивается, потому что бесплатных советов не бывает. Заплатите мне, пожалуйста, за все мои советы очень большие деньги.
Так, советы. Да слушай, да нет советов. Я не знаю, как, что я могу вообще советовать. И успешный ли я, так неожиданно, оп, улетает бутылочка из интервью. Фразы, наверное, любите то, что делаете, и делайте то, что любите. Вот эта фраза, которая исчерпывается вот, чем бы ты ни занимался. Я сейчас не только про ведущих. Я и про массажистов, и про водителей, и про стоматологов, и про тех, кто печет круассаны вкусные. Вот любите то, что делаете. Если вы любите это, то рано или поздно, уверен, оно принесет вам какие-то и финансовые плоды. А финансы, ну это же просто про свободу и про возможность. То есть найти то место, где тебе платят за какое-то свое талантливое дело. Да, много желательно платят. Это же просто про свободу, про то, что ты вот делаешь свое дело, получаешь деньги, и на них можешь жить, отдыхать, путешествовать, впечатления какие-то получать, просто кайфовать. И если это место найдено, класс, ну типа будьте там. Ну что, на такой, по-моему, потрясающей ноте, исчерпывающей. Дим, огромное тебе спасибо. Было классно. Спасибо тебе. Было информативно. И было вот так вот по-душевному все-таки. Хоть мы и шутили много, но и все-таки были какие-то такие серьезные моменты, которые заставили, я думаю, многих задуматься. Ну, если хоть чем-то я был полезен людям, уже классно. Спасибо тебе. Тебе огромное спасибо за твои неподдельные эмоции. Ты классный, ты яркий. И лично от себя я тебе желаю не прокрастинировать. Будь вот таким позитивным, эмоциональным. Пусть все блага жизни сыпятся на тебя, на твою семью в позитивном плане. И все у тебя получается. Ты офигенный. Спасибо тебе. Друзья, пойдемте сегодня на квиз-плиз. Ой, давай. Не виски, Cheers. конечно, но Джин, что хороший, чистый. сегодня приду, будем пить виски. Пошло.